Всем здравствуйте, всех приветствую у себя на канале. Меня зовут Алла, и сегодня мы смотрим общий расклад на такую тему, как «Кто за вами наблюдает?». Кто за вами следит в соцсетях, либо по любым каналам, где можно получить информацию про вас и вашу жизнь, вот что это за женщина. Может быть, это кто-то из ваших бывших, а может быть, это кто-то из ваших недавно сформировавшихся знакомств, и эта женщина очень сильно вами интересуется. Итак, расклад будет на одну позицию, но в одной позиции буду рассматривать несколько женщин, поэтому смотрите расклад до конца. Итак, какая же женщина за вами наблюдает? Так, ну и первый ответ от карт – это какая-то новая связь, то есть это не бывшая. Так, откуда она вас знает? Значит, первый расклад подойдет для тех мужчин, кто, ну вот где-то так в районе до 3 месяцев познакомился с женщиной. Это может быть любое развлекательное место, это может быть сайт знакомств. Например, вы могли с ним познакомиться на сайте знакомств, вы могли познакомиться с ней, например, где-то выехать за город и в каком-то загородном комплексе могли познакомиться, там, где любого рода отдых. Это мог быть какой-то развлекательный парк аттракционов, кино, дискотека, рестораны, ну то есть любое место, где люди приходят, чтобы отдохнуть и развлечься. А здесь, почему же ты так интересуешься, наблюдаешь? Угу. Здесь, видимо, как-то вы не особо то ли активны, то ли вы для себя какое-то решение приняли. А что за решение? Ну, как бы вы здесь просто как за ней наблюдаете. Вы, видимо, до конца не определились, нужна она вам или нет. Интересна она вам как женщина или нет. Это вы для себя определились, что, ну, вот как бы я не буду ее пока к себе особо близко подпускать. То есть вы вот как такой, знаете, не спешащий лев, который вот выглядывает, скажем так, из-за деревьев и наблюдает за, не знаю, там, косулей, за какой-то там львицей, ну, то есть за любым животным, не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы понять, насколько, в принципе, мне интересно вот с ней как-то взаимодействовать дальше. То есть как-то у вас вот, вы как-то так, знаете, не особо включились. У кого-то здесь из вас отыграется, что вы, в принципе, такой вот пофигист, типа, ну, будет, там, нет, так нет, ну, как-то вот так, знаете, то есть, либо она вас не сильно зацепила, либо вы, в принципе, пофигист. И по этой причине вот вы как-то никуда не спешите, вы особо не активничаете, вы особо ничего не делаете для того, чтобы с ней быть. И она здесь вот пытается как-то собирать о вас информацию. А как ты собираешь информацию? Ну, во-первых, здесь человек... Смотрите, если вы познакомились на сайте знакомств, здесь она может как-то вас провоцировать через другие анкеты. Ну, например, там может выставлять, я не знаю, там, как вариант, другие какие-то анкеты с чужими фотками, и под этими чужими фотками вам писать и проверять, вот, купитесь вы на это или не купитесь. Здесь может быть женщина вплоть до того, что особенно чем младше, тем, как говорится, поприкольнее может она выдумывать, например, там звонить с других номеров, проверять вас. Ну, как, здесь немножко глупо как-то. Здесь как-то, может быть, она слишком юна, потому что здесь женщина может придумать какие-то такие глупые штуки, чтобы вас проверить. Типа там позвонить поздно вечером и посмотреть, как вы общаетесь. Там свободно вы общаетесь, или вы как-то там не берете трубку, или там быстро прерываете разговор. А в чем ты тут подозреваешь мужчину?
Но она вас подозревает в том, что вот вы, во-первых, имеете какую-то вот королеву мечей, ну, то есть вы, например, женаты, или у вас есть другая женщина, или у кого-то еще может отыграться, что она вас подозревает с точки зрения, что вы, в принципе, не определились с ней, и она для вас вот просто мимо проходящая барышня. И вот здесь женщина, она пытается почему-то не в лоб вас спросить. Почему ты, кстати, в лоб не спрашиваешь? Башня. Интересный ответ. Она боится здесь как-то вот, знаете как, в лицо увидеть от вас или отказ, или ваше равнодушие, поэтому она как обходными путями пытается убедиться, все-таки то ли вы вот пофигист, то ли вам на нее особо фиолетово. И вот когда она убедится в том, что вам фиолетово, что ты будешь делать? Ну, она откажется тогда от этих отношений. Поэтому для тех, кто узнал свою историю, здесь нужно проявляться к этой женщине, потому что она уже сама себя начала накручивать, что она вам не интересна, и, соответственно, она сольется. Поэтому, если кто-то из вас манипулирует ею, ну, типа, я там понаблюдаю, я там себе понабиваю цену, я там вот как бы дам ей понять, что я не особо-то хочу за ней как бы ухаживать, ну, вы знаете, она тут долго не будет. Здесь десятка жезлов о том, что ей это все уже надоело. И это все тяжело. То есть здесь человек в вас заинтересован, и вот если она будет и дальше убеждаться вот в ближайшее время, что вот вы так себя ведете, пофигистически, нет, она здесь просто сольется. Поэтому кому здесь действительно эта девушка или женщина нужна, то прекращайте играться вот в эти кошки-мышки. Так, идем дальше. Какая еще женщина за вами наблюдает? Кто она такая? Это кто-то из ваших бывших или это кто-то из ваших новых знакомых? Так, это женщина, с которой вы уже расстались. От чего расстались? Ну, тут у многих отыграется, что это ваша бывшая жена. Угу. Смотрите, здесь отыграется история, знаете, про что? Что здесь женщина как бы была очень сильно сомневающейся в своих чувствах по отношению к вам. Здесь вы могли, по сути, ну, тут не сильно длительный союз был. Здесь где-то так, ну, вот потолок года 3, вот так где-то. То есть здесь отношения, в которых вы не обязательно прям были официально женаты. Здесь вы могли просто жить в гражданском браке. Здесь женщина, которая жила с вами и не понимала, хочу ли я с тобой жить дальше или нет. Вот знаете, как на постоянной основе. Ну, например, там в 17 веке, да, там такого не было. То есть если вы уже поженились, то это раз и навсегда. Там никто не давал разводы, там никто не жил гражданскими браками. То есть тогда вот такой социальный устой был, что вот вы женитесь и все, и на этом точка. Сейчас в социуме люди могут жить годами и вместе, и это совершенно не гарантия того, что вас человек выбрал навсегда. Я часто слышу от клиентов, что как с мужской стороны, так и с женской стороны, что люди могут прожить и 5 лет, кто-то и 10 лет может прожить. И человек, вот как ни парадоксально, но иногда люди даже вот за такое большое количество лет, они не могут определиться, так, хочу ли я с тобой жить, вот как говорится, всегда или не хочу. Есть люди, которые относятся к отношениям, типа, ну вот я сейчас какой-то этап с тобой поживу, там 5-10 лет, например, даже если есть дети, а потом дальше будет видно. И вот часто бывает у таких вот людей вот с таким мышлением, что человек встречает кого-то, влюбляется и легко выходит вот из этих отношений, о которых мы говорим, потому что он изначально, этот человек, не был уверен в том, что это навсегда. Вот здесь расклад показывает именно такую историю. Здесь женщина, она как бы изначально была, скажем, в сомнениях по поводу вас. Здесь с чем-то заходила вообще в эти отношения. Здесь, видимо, вы очень активно за ней ухаживали.
Да, здесь вы, видимо, ее очень любили, очень добивались. Вы здесь были очень активны, вы здесь прям вот могли действительно, знаете, как-то в ней души не чаять. Вот она включилась вот именно на то, что вы ее как-то очень сильно любили. А она просто, ну, я не могу сказать, что она плохо к вам относилась. Нет. Здесь, в принципе, можно сказать, что у нее было к вам сердечное влечение. Здесь были чувства, здесь была привязанность. Но здесь больше, знаете, про что? Здесь больше про то, что вы для нее были выгодная партия. Не обязательно здесь про деньги речь. Расклад общий, поэтому ну, у кого-то, может быть, тут и про деньги была речь, но у большинства здесь все-таки отыграется по аркану Иерофант. То есть в том плане, что, вот знаете, как мужчины иногда говорят, там, с одними мы спим, на других мы женимся. Ну, у женщин точно так же. С одними они спят, с других они выходят замуж. Здесь про то, что вот она понимала, что вы человек, с которым можно строить семью. Вы человек, вот, на которого можно положиться, который, например, там, хороший отец, хороший человек, там, в быту классный муж. Но здесь чего-то не хватало, не хватало вот прям какой-то, да, вот видите, то есть императрицы, силы. Здесь не хватало, большинства не хватало страсти, знаете, какой-то чувственности не хватало, страсти не хватало, вот какой-то романтики не хватало. Вот здесь такое ощущение, что вам очень классно в быту было. Вы могли детей воспитывать вот по похожему какому-то мировоззрению. Вам в быту могло быть очень легко. Вы могли быть очень классные друзья. Вот в таком формате. Но здесь у многих может отыграться, что женщина либо у нее гораздо более темпераментный характер, ну, то есть, грубо говоря, ей было реально мало вот каких-то от вас страстных выпадов. У кого-то здесь может отыграться, что женщине от вас не хватало блеска в ваших глазах, влюбленного взгляда, ощущения женщине не хватало, что там я для тебя самая дорогая, ценная, прекрасная. Ну, понимаете, как бы психология у мужчин и у женщин разная. И мужчины через какое-то время они в семье уже воспринимают как само собой разумеющееся. И если, ну, есть такие же женщины, точно так же, тогда идеально, то есть люди тогда прекрасно сочетаются. Но есть вот такие вот, как вот эти, вот этот типа женщин, о котором сейчас речь идет в раскладе. Вот такой женщине всегда нужен праздник. Вот такой женщине всегда нужно, чтобы мужчина был романтичным, был легким, был каким-то таким интригующим, чтобы он был какой-то сексуальный, чувственный. Ну, то есть как бы для нее вот эти вещи, они очень важны. И когда у вас уже такой, знаете, как говорится, прям вот жесткий быт начался, да, здесь женщина могла сделать вывод, что ну вот, я таким вот бревном не могу быть в отношениях, я не могу жить с таким бревном, эмоциональным, сексуальным, чувственным. Тут у каждого свое подставляете, потому что расклад общий. Короче говоря, здесь основная проблема – это эмоционально-чувственно-сексуальная сфера. И если кто-то из вас подумает, блин, так я же такой крутой в сексе, секс и чувственность – это немножко разные вещи. Поэтому кто-то может быть и крутой в сексе, но здесь ей не хватало чувственности, то есть не грубости, не маскулинности, а не хватало именно еще добавок и чувственности. Здесь какая-то женщина такая, знаете, с очень тонкой душевной организацией, давайте так назову. И на сейчас, собственно говоря, ты сейчас наблюдаешь зачем? Она наблюдает сейчас за вашей личной жизнью. То есть здесь женщина наблюдает за тем, что происходит. Ух ты! То есть она, знаете как, ей крайне важно понять, насколько вы счастливы в личной жизни, насколько вы встретили свою пару, свою женщину, свою половинку, с которой вы будете счастливы. Зачем тебе это? Ну, слушайте, она собственница на самом деле здесь. Да, здесь женщина собственница, а чувства у тебя, может быть, какие-то остались. Не только, может быть, собственность. Здесь, знаете, ну, чувства, в принципе, у нее были. Здесь она к вам, на самом деле, очень привязана достаточно сильно. Даже если вы тут давно уже расстались, я не могу сказать, что она вас полностью отпустила. Вы здесь или были очень долго вместе, или здесь настолько вы вросли корнями друг в друга, что просто так вот легко нельзя забыть такого человека. Он уже как часть тебя.
можно так сказать. Поэтому здесь вот для нее это достаточно болезненно, на самом деле, вот если она узнает, вот по этой причине она и наблюдает за вами, что вы счастливы с другой женщиной. Да, здесь как бы, знаете, вот она от вас ушла, но у нее есть еще какая-то вот идея о том, что, а вдруг все-таки мы когда-нибудь сойдемся. Ну вот странно, но как бы здесь женщина вот в какой-то такой, знаете, дуальной реальности находится. С одной стороны, я от тебя ушла, с другой стороны, я до конца тебя не отпустила. И как бы я очень сильно на самом деле переживаю, чтобы ты не встретил ту, с которой ты уже будешь счастлив и от которой ты уже никогда ко мне не вернешься. Поэтому тут вот такая вот дуальная барышня. Пишите комментарии, кто себя узнал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием, это будет уже платная услуга. Мои контакты на экране перед вами, пишите в WhatsApp или в Telegram, я отвечаю только в переписке. На этом всем хорошего вечера и всем пока.